Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание одежде. Поговорим о том, как с помощью одежды вы можете привлечь в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие, а также защититься от бед и от любого зла. Друзья, далее очень важная ценная информация. Смотрите до конца. Поставьте сейчас лайк, обязательно подпишитесь, у нас очень много полезной и интересной информации выходит каждый день. Также всех, друзья, хотим поблагодарить за донаты. В комментариях напишите «Я ношу денежную одежду», и пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Вы знаете, одежда напрямую связана с биополем человека. Она защищает, оберегает его от воздействия любого внешнего негатива. И если удачно подобрать свою одежду, которую вы надеваете ежедневно, то она может привлечь успех в делах, улучшить финансовое положение и сделать человека намного счастливее, чем он есть на данном жизненном этапе, при этом без особого труда. Это касается одежды новой, либо той, что находится в хорошем состоянии и не вызывает у вас грустные мысли и печали. А надев ее, вы не ощущаете дискомфорта, ведь старые и рваные вещи способны притягивать в жизнь их владельца один сплошной негатив, дискомфорт, неприятные события и грустные этапы. Давайте мы с вами разберемся, какой вред способна причинить человеку такая одежда и почему не место ей в вашем доме. Многие женщины обладают желанием ремонтировать и зашивать что-либо из одежды, когда на ней появляются какие-либо изъяны, и готовы не избавляться даже от той, на которой не стоит тратить время. Но это можно объяснить, что данная вещь настолько дорога сердцу, что не поднимается рука взять и просто ее выбросить. Это что все время находятся какие-то оправдания. Может быть и такое, что человек настолько экономен, что считает, что отремонтировать, зашить, перешить проще и дешевле, чем купить что-либо из новой одежды. Какие бы ни были мотивы, они не оправдывают человека в сложившейся ситуации и уж точно не приносят ему ничего хорошего, кроме проблем и печалей. Ведь энергетика таких вещей отравляет настоящую жизнь, так как в такой одежде нарушается целостность энергии, и вместо положительной энергии вещь, к сожалению, наполняется негативом. Вещь с дырками обладает способностью оказывать негативное влияние на человека, на биополе человека, тем самым ослабевая его. Если на вещи появляется дырочка или дырка, то это означает, что в энергетической защите человека появляется отверстие, и такая вещь перестает защищать своего владельца от внешнего зла. Это касается и старых вещей, так как их защитная функция с годами теряется. Дырки на одежде – это к безденежью. Такая одежда притягивает в жизнь человека нищету, а также способствует и потере жизненной энергии. Наши предки тщательно следили за своей одеждой, за ее целостностью, они боялись неудач в своей жизни и старались всячески их избегать. Удачно подобранный наряд поспособствует успеху в делах и начинаниях, поможет улучшить материально-финансовое благополучие, наделит вас счастьем и здоровьем, поможет справиться с тревогами и проблемами. Однако вещи, которые состарились, порвались, они наоборот способны притянуть негативные энергии, причинив тем самым иногда даже непоправимый вред. Вы в новом красивом платье, в костюме можете чувствовать себя обворожительно, но это иллюзорное впечатление, так как энергии порванных защитных колготок, которые будут под этим платьем, либо же нижнего белья, будут, к сожалению, оказывать влияние на энергию красоты, здоровья, поглощая и заменяя на негатив, влияя также неблагоприятно и на ваше биополе. Даже новые модные джинсы, которые предпочитают носить в настоящее время, на которых имеются дырки, могут быть прямой причиной ваших неудач. Надев такие джинсы, вы, конечно, будете чувствовать себя уверенно в своем окружении, но человек более зрелого возраста, он нахмурится, увидев вас, вы спросите почему, а все просто.
Так получается потому, что если предпочитать надеваться так, отдавая предпочтение вещам с дырками, вы привлечете в свою жизнь неприятности. Бедность будет шагать за вами по пятам. Люди старшего поколения это знают, поэтому к таким вещам относятся очень скептически. Необходимо менять свое отношение к одежде, ведь существует очень старая народная примета: дырка на одежде влечет за собой и проблемы со здоровьем у ее владельца. Но не только это, возникнут и проблемы в финансовом плане. Во все времена рваная одежда была признаком бедности. Обеспеченные и успешные люди со стабильным финансовым положением всегда носили только новую и целую одежду, а в рваной ходили когда-то, да и сейчас ходят только люди с нестабильным финансовым положением и с денежными потерями. Через дыры в одежде вас покидает успех, благополучие, привлекательность, везение и другие положительные энергии, так как они не любят дыры. Те, кто, отдавая дань моде, носят рваные джинсы, футболки, не веря в то, что их может постигнуть несчастье, поступают опрометчиво. На подсознании человек с сильной энергетикой ощущает негативную реакцию на такую одежду, поэтому она не всем нравится, и многие ее стараются обходить стороной. Это заложено в нас временем. Такая реакция мозга на дыры защищает человека от проблем. Но если человек к этому не прислушивается, он может попасть и в неприятные ситуации. Поэтому, если сказать о дырявой одежде другими словами, то, надев ее, вы обретете себя на неудаче. Поэтому будьте с этим предельно осторожны. Никакая мода не может быть причиной вашего невезения. Говорить об одежде, которую вы штопали, зашивали, пытаясь придать ей нормальный вид, и говорить не стоит. Конечно, дырку на ней вы бесспорно постарались сделать невидимой, но на энергетическом уровне она все равно никуда не делась. Энергетика такой вещи повреждена. Вместо того, чтобы вас оберегать, защищать, она будет притягивать в вашу жизнь темный негатив. Чего доброго, и темные сущности притянутся в короткий промежуток времени такой одеждой. Начнет оказывать влияние на ваше биополе, круто меняя вашу жизнь не в лучшую сторону. Ну а чтобы избежать неудач, которые могут притянуть к вам старые рваные вещи, постарайтесь поскорее от них избавиться. Особенно это касается предметов одежды, которые надеваются прямо на тело. Носить такие вещи категорически запрещается. Между такой вещью и вашим биополем не будет целостности. Вместо оберегать, она будет разрушать его, притягивая опять же ненужные энергии. Предметы же верхней одежды вы можете отнести в ремонт. Если же вы сама рукодельница, то постарайтесь вещь привести в порядок, но не стоит ее носить, разорвав с ней энергетическую связь, отдайте ее тому, кто нуждается. Таким образом вы притянете в свою жизнь что-то новое, стабильное, и убрав из нее тем самым негативные события. Перед тем, как расстаться с такой вещью, разложите ее на белом полотенце, возьмите соль с крупными кристаллами, посыпьте эту вещь и при этом проговорите такие слова: «Соль энергетическую связь с вещью разрывает, она больше не моя, влияния ее на себе не ощущаю, новой вещью заменю и успехом, благополучием, стабильностью свою жизнь наполню». Так она должна пролежать ровно 7 минут, после чего вещь спокойно уносите из дома, и вы не будете ощущать действия ее энергетики на себе. Соль смойте под проточной водой, полотенце сразу же простирайте. Не обошли народные приметы стороной и одежду. Самыми основными из них мы сегодня познакомимся, так как многие из них способны вас уберечь или обратить наше внимание на то, что способно причинить вред. Эти народные приметы укажут на то, как с помощью одежды привлечь в свою жизнь позитивные моменты. Может с каждым случиться какая-то непредвиденная ситуация, когда что-то из любимых вещей, например, порвалось. Это вполне нормальное явление, так как вещь носили долго, ткань износилась и порвалась. Но бывает, что это случается неожиданно и с новой вещью, когда для этого нет никакой наглядной причины. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, ведь она непростая, и воспринимать ее нужно как предупреждение. Если порвалась блуза или разошелся шов на юбке, брюках, это может произойти абсолютно с любой вещью. Обязательно обратите на это внимание, так как скоро вашу жизнь наполнят мелкие неприятности, которые могут перерасти уже в крупные.
Если вы слышите треск рвущейся одежды, это говорит о том, что вы совершили серьезную глупость или, возможно, какой-то необдуманный поступок. А если рвутся нитки на одежде на швах, то это может служить предупреждением, что возникнут проблемы, которые будут связаны именно со здоровьем. Но чтобы нейтрализовать действие народных примет, приколите на свою одежду булавку головкой вниз, предварительно ее заговорив. Для этого купите новую булавку, выберите день, прислушавшись к своей интуиции, принеся домой, подержите ее несколько минут под проточной водой, проговорив при этом трижды такие слова. Булавка обережную силу приобретает, негативу ко мне дорогу перекрывает, он не будет на мою жизнь никак влиять и проблемами ее наполнять. Если в карманах образовались дыры, это очень плохая народная примета, которая предупреждает вас о крупных денежных потерях. Поэтому сразу же зашейте их и чем быстрее дайте нуждающемуся человеку милостыню. Так вы сможете минимизировать эту народную примету. Если у вас оторвалась любая молния, это укажет вам на то, что стоит внимательнее присмотреться к своему окружению, так как в нем есть человек, который не ценит вас, который подыскивает подходящий момент, чтобы вам навредить и вас предать. Если у вас отлетела пуговица, это укажет на то, что скоро вы станете предметом для сплетен. Поэтому наберитесь терпения, мудрости и ни в коем случае на это не реагируйте, чтобы не позволить тем, кто это затеет, добиться желаемого результата, унизить вас, расстроить и тем самым разбить ваше биополе. Если моль проела дырку на одежде, то прекратятся близкие отношения. Если она попортит одеяло, плед – это к изменам. Если от одежды оторвалось какое-то украшение, фурнитура, это укажет на то, что вас ожидают хлопоты. Если можно починить, значит вы с ними быстро справитесь. Если же нет, значит они затянутся на неопределенный период. Если у вас оторвалась кнопка, это укажет на то, что вам нужно пересмотреть свои принципы и взгляды. Вы направляете потоки энергии в правильное для себя, не в правильное для себя русло. Если вы надели одежду наизнанку, ждите неприятностей, поэтому настройтесь и будьте к ним готовы, чтобы не растеряться, когда это произойдет, и начать действовать. Если вы что-то из своих вещей, из верхней одежды, например, рубашку, платье, пиджак, свитер, надели наизнанку, то это укажет на то, что вы в данный момент рассеяны, а значит невнимательны, что может стать причиной неурядиц, ошибок, неприятностей, а также и о том, что кто-то оказывает на вас влияние со стороны, поэтому ваши мысли путаются. Если вы желаете, чтобы проблемы, беды, недопонимания ушли из вашей жизни, обязательно выстирайте свою одежду, которую вы чаще всего надеваете наизнанку. Таким образом, все плохое уйдет из вашей жизни. Не стоит на себе ничего зашивать, иначе вы сможете зашить свою память, потерять мудрость. В самый ответственный момент вы забудете что-то важное, а следовательно, начатые дела не заладятся. Поэтому лучше переодеться, надеть одежду без изъянов, тогда не о чем будет переживать. Но, конечно же, бывают случаи, что одежда повредилась вне дома, и вы должны это исправить. В таком случае возьмите темную нитку в рот, при этом трижды скажите такие слова: «Обстоятельства заставляют так сделать меня, но это действие на меня никак не повлияет. Мою жизнь в худшую сторону не поменяет, а будет только светлой энергией меня окружать, изобилием и благодатью меня окружать». Используя этот простой совет, вы сможете избежать всего плохого, что могли привлечь. Если в самую неподходящую минуту вы пошли стрелки на колготок, не расстраивайтесь. Народная примета очень хорошая, новость вас обрадует, и чем дороже колготы, тем приятнее будет событие. Если вы надеваете что-то из одежды в первый раз, не забудьте загадать желание. Обновка принесет удачу, желание обязательно сбудется. У вас все будет получаться самым наилучшим образом. Если вы собираетесь на важную встречу и вам нужно, чтобы результат был положительным, наденьте что-либо из вещей наизнанку, которые будут внешне невидимы. Ну, например, носок, белье или что-то еще из вещей. Так вы привлечете удачное решение вопросов. К тому же сможете обезопасить себя от порчи и от сглаза.
Если вы надели одежду в спешке задом наперед, это благоприятная народная примета. В этот день вас ожидает удача в любой жизненной сфере. Вы можете смело браться за какие-то дела, которые давно планировали. Если вы надели платье, юбку, это к приятному знакомству, рубаху, блузу, к продвижению по карьерной лестнице, прибавление к зарплате и другие благоприятные денежные поступления. Если вы надели так свитер, кофту, кардиган, счастливые моменты наполнят вашу жизнь в скором будущем. А вот надеть шапку так укажет на то, что возле вас есть неискренний человек. Никогда не покупайте новую вещь, потратив на нее все деньги, то есть чтобы кошелек остался пустым. Недостаток в деньгах будет ощущаться до тех пор, пока эта вещь будет у вас. Мало того, надевая ее, вы будете притягивать в свою жизнь неприятности. Если в кошельке остается определенная сумма денег, то проблем с деньгами не будет, а вещь будет наполнять жизнь приятными эмоциями и привлекать только светлые энергии. Помните о том, как вы относитесь к своей одежде, так будут к вам относиться и люди из вашего окружения. Носить вещь нужно с достоинством, уважением, независимо от ее стоимости. Нужно обязательно следить за состоянием одежды и за ее чистотой, так как одежда – это ваш образ, ваша визитка. Она формирует у людей мнение о вас, ведь все знают пословицу, что человека встречают по одежке. То, как человек выглядит, может сыграть большую роль при приеме на работу, в личных отношениях, а также при общении с окружающими его людьми. Ведь одежда о многом говорит как о самом человеке, так и о его образе жизни. С ее помощью он может привлекать потоки сильных энергий, а если научиться использовать ее себе во благо и отгонять все плохое, уберегаясь от негативных посылов, поэтому не ленитесь и изучайте знания, которые вам в этом помогут. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите: «Я надеваю денежную одежду, истинно да будет так», и пусть Вселенная приумножит в вашей жизни мыслимые и немыслимые блага. Прямо сейчас, друзья, подписывайтесь, если вы еще не подписались, заходите на наш канал, у нас много полезной, интересной и важной информации. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!